Друзья, приветствую всех подписчиков и гостей на канале, на котором я обозреваю автомобиль Havail H6 2021 года выпуска в третьей генерации. Напомню, у меня комплектация топ. На канале я обозреваю только этот автомобиль, я являюсь его владельцем уже 4 месяца. И также мы проехали 6000 километров вместе с ним. Это уже может быть точка отсчета, можно сделать какие-то выводы. Сразу хочу сказать, забегая наперед, и может быть это вообще итог всего ролика, автомобиль за это время, пока я являюсь его владельцем, насколько я смог его узнать, в нем отсутствуют какие-то, ну давайте назовем это, какие-то элементы китайщины. Да? Вы задаете такой вопрос, разные, вернее, вопросы, но с одним подтекстом. Есть ли какие-то недочеты, а может быть обесшумка, а может быть подкрылки какие-то китайские, там очень плохого качества, а может быть качество звука, динамиков и магнитолы. И вот в поиске вот таких вот элементов китайщины, которые были бы на общем фоне ложкой дегтя в бочке меда, я уже накопил огромное количество вопросов, и у меня их около 40. Постараюсь вам все сегодня их озвучить. Как итог, сразу скажу, что ни одного такого элемента обнаружено не было. Я пересел на этот автомобиль, когда я делал выбор. До этого я пользовался автомобилями новыми японских производителей, немецких, Вага, Мазды, Хонды, корейских производителей Hyundai, а также у меня был доступ, я мог поводить на самых-самых всевозможных автомобилях. Какие могут быть особенности движения, езды по городу? Как себя ведет автомобиль в городе? Для того, чтобы тронуться, каждый раз необходимо снимать, ну, если вы завели автомобиль, у вас автоматически активируется стояночный тормоз. Поэтому для того, чтобы тронуться, нужно снять с ручного тормоза шайбу, перевести в положение D или M одним легким поворотом, ну или может заднее вам нужно, нажать на газ и поехать. Я не использую автохолд, поэтому у меня при переключении передачи автомобиль сам двигается. Мне так больше нравится в режиме парковок. Это очень удобно в городе, когда нужно по чуть-чуть начинать движение. Что касается проезда, переездов трамвайных, ну вообще дальше, если я хочу набрать скорость, это делается легко. Запаса мощности хватает в городе так вообще с головой, на трассе тем более. Специально выбрал такой участок дороги, старой брусчатки, для того, чтобы можно было услышать какие-то, может, шумы или как он проходит. Значит, плавность, большие колеса и широкая длинная база позволяет проходить такие участки комфортно. Ну, плюс, конечно, еще резина. Вот, то есть я могу вот так вот поднажать. И у нас не будет конкурентов вообще, да. Ну и, конечно же, сразу слышим разницу в шуме от брусчатки и от хорошего асфальта. Хотя этот асфальт еще не самый идеальный. В случае, если мы подъезжаем к какому-либо препятствию, наша скорость меньше, чем 15 км в час, срабатывают парктроники. Вот сейчас она должна в этом месте увидеть боковую стену, и вот показывает. Такой сигнал, это значит уже очень близко, сантиметров 20. Потом, отъезжая, сигнал убирается. Когда мы больше, чем 15 км в час набираем скорость, отключается. Либо же можно отключить кнопкой паркинг. Так сильно пищит только в том случае, когда уже очень близко. Если вы дальше, она просто издает одиночные звуковые сигналы. Штука очень удобная, по крайней мере, как говорится, чтобы водитель не затупил, всегда машина будет держать в тонусе. Ты будешь знать, где у тебя какие препятствия по кругу. Я оцениваю эту вещь как очень полезную и нужную. Рулежка легкая, машина не кренится.
Ну, то есть для своего класса, для того, что это не спортивный автомобиль, а городской кроссовер, все параметры, по моему мнению, находятся в норме. Если нужно ускориться, это делается легко, мощности хватает. Также хорошо срабатывают и тормоза. Не нужно делать слишком сильное усилие на педаль. Слегка давишь, и она уже притормаживает. Очень хорошая маневренность, так сказать, слалом, да, если это можно назвать. Теоретически можно вообще вот между машинами легкостью объезжать их. Хватит и мощности, и качества управления, настроек рулевого колеса достаточно, чтобы делать это с легкостью. Вот заправка была при пустом баке, залила 43 литра. То есть получается, что бак у нас не 60, а где-то 50, может быть 55. Когда в городе есть такие широкие дороги, как правило, между районами, массивами, можно поездить на круиз-контроле даже с удержанием в полосе. Я как-то говорил, что эти функции работают от 60 км в час. Немного ошибся. Вчера пересмотрел эту информацию. Значит, круиз-контроль активируется от 30 км в час. Неважно, это адаптивный или интеллектуальный. Вот рычажком нажимаю. Все активирован. В данном случае интеллектуальный, вот адаптивный. Но удержание в полосе начинает работать от 60 км в час. То есть сейчас 54, удержания нету, 60, и полосы должны уже определяться. Вот видите, даже 65 и не определяют полосы. Что так? А, вот, не активирован был. Все понятно. Так, как мы тормозим за впереди едущим автомобилем? Я сейчас ничего не предпринимаю. Заранее определяю, что там стоит машина, и плавным торможением притормаживает. Я могу выбирать дистанцию, ближе, дальше тормозить. Ну, понятное дело, что лучше тормозить, начинать заранее. Здесь рычажок есть, он регулирует дистанцию. Вот такая вот с хрустом система торможения. Сейчас автомобиль начнет двигаться, и нам будет предложено на экране: передняя машина тронулась, я должен ей сказать ОК, то есть переместить рычажок вверх. Вот мы набираем скорость. В данном случае ноги не задействованы. То есть в режиме круиз-контроля машина определяет препятствие заранее, рисует нам его на мониторе и делает плавное торможение. Я хочу подчеркнуть этот момент, потому что экстренное торможение, когда случайно выбегает пешеход или велосипедист, тогда происходит очень резкое торможение, и оно называется экстренное. То есть моментально схватываются все 4 колеса. Вот здесь сейчас вот плавно, видите? Ну, как обычно, водитель бы тормозил. Можно иногда в городе пользоваться. И же повторюсь, единственное, что меня не очень устраивает в этом случае, машина наша медленно набирает скорость. И когда у вас в городе очень много, плотный поток машин, ну представьте уже какое расстояние, в 60 метров. То есть это нерационально так ездить. К тому же постоянно кто-то будет пытаться вклиниться, тем самым создавая вам препятствия. На экране рисуются все машинки, они, как правило, все рисуются четко. В этом случае впереди у нас будет пример. Не стоит увлекаться, и быть нужно внимательным, когда начинается кривая, то есть поворот влево или вправо. В таком случае система может работать не совсем корректно и не всегда может определить автомобили, которые у вас ну, как бы за поворотом. То
то есть на круизе вы повернули, и у вас сразу стоит автомобиль, препятствие, то наша машина может не определить его. Будьте внимательны. Сейчас, по идее, как он себя поведет? Плохо поведет, не сбрасывает скорость. Поэтому я и говорю, что в городе этим лучше не увлекаться. Вы будете думать, что он вас ведет, но на поворотах будьте внимательны. На трассе, да, на трассе он делает торможение в поворотах, безопасно вас пытается провести, но в городе эта фишка не работает. Ну и, конечно же, в режиме круиз-контроля по городу машина не реагирует на сигналы светофора. И нужно самостоятельно притормаживать. Если вы притормозили, то все, круиз сбросился. Нужно его будет заново активировать. Вот поэтому я говорю, что в городе этой штукой пользоваться неудобно. Вот здесь вот сейчас не справится круиз. Но это я сам притормаживал. Она начинает притормаживать, по моим наблюдениям, в повороте от скорости в 90 км в час. Когда 90 и выше, она уже сама в поворотах притормаживает. Если скорость ниже, то, видите, пытается пройти на этой скорости. Для нас, для водителей, чем хорошо в данном случае, тем, что если ехать по трассе с удержанием в полосе включенным, с подруливанием, то от нас требуется лишь держать руку на руле, просто придерживать. И машина сама будет подруливать. Поверьте, вот этот незначительный момент, он очень сильно облегчает наши усилия, скажем так, и влияет на то, что мы меньше устаем от вождения. Это вот прям факт очень проверенный. Нельзя назвать полотно идеальным, все же какие-то неровности. Мягко проходим. Подвеска находится в зоне такой средних установок и не мягкая, в то же время не жесткая, потому что есть чем сравнить. Режим комфорт. При этом отрабатывает очень хорошо этот режим на переездах, на ямах, на бездорожье. То есть машина все время плавненько вас везет. Рулежка легкая, еще раз хочу повторить. Я не чувствую кренов. Наоборот, очень иногда даже лучше многих седанов проходит. Просто рука слегка придерживает руль, чтобы машина не ругалась. Но нет необходимости постоянно подруливать. Кроме того, как в режиме удержания в полосе, так и в режиме ручного управления машина стоит на трассе очень уверенно, как прилипает колесами к асфальту и движется ровно. Машина не рыскает в поисках полосы, вам не нужно постоянно подруливать. То есть как вы ее поставили, так она и едет. Кстати, удержание в полосе работает следующим образом. Есть режим, когда вы выбираете функцию удержания посередине. Там 3 режима есть, и один из них удержание посередине. То машина, она чуть-чуть все равно движется в каком-то небольшом диапазоне, в зависимости от того, какая ширина полосы, особенно в поворотах. И она, то есть несколькими итерациями пытается найти свое центральное положение. Я заметил. Но на практике это не ощущается как хаотичное рыскание по полосе. Просто заметил и прочитал в книжке, что есть такой момент. Так работает алгоритм. Если во время удержания в полосе вы начнете пересекать ее несколько раз, например, сплошную, я делал так 1 раз, 2, 3, 4, 5, специально провоцировал ее на то, как она будет себя вести, то и в книжке опять же вычитал в инструкции, то на 4-й примерно раз машина это понимает, что вы ведете активную езду, и она прекращает удерживать в полосе, давая вам пересечь полосу. То есть, если вы активно пересекаете полосу, машина это оценивает как вашу активную езду и отключает. Не полностью отключает, но
допустим, раз-два вам даст уехать, потом опять надо будет. Так, просто маленький совсем кружочек. Вот переключаю в режим оффроад, значит, включаю. Так, спокойно. Оффроад, песок. Просто легкий такой съезд. Я здесь уже бывал не раз. Делаю маленький кружочек, чтобы дать вам понять, что съехать на бездорожье является совсем не проблематичным. Вот гребет везде. Я здесь далеко пока не буду заезжать, потому что сейчас пока нет такой цели. Вот трава пищит. Не знаю, как передает камера или нет, но в реальности это сейчас подъем у вот такой высоты колея. Сразу надо будет проехать. Значит, и подъем, песок. На повороте. То есть максимально неудобные условия. Еще раз повторюсь, нет претензий на звание лучший внедорожник, равный с блокировкой года, да? Но проедет там, где нужно обычному человеку. Вот этот участок дороги. Постоянно здесь я вижу, люди откапываются, подкладывают ветки, подкладывают траву. Опять же, не знаю, как на камере. Идет где-то 2,5-3 метра подъем с там даже диагонального вывешивания. Значит, начинаю движение в глубоком песке с места, только что стартанул. Буду специально ехать медленно. Специально еле-еле натяг, но даже нет ни одного намека на пробуксовку. Вот так вот плавно мы выехали, пока движемся к месту съемки, выехали на внедорожье. Что здесь? Ну, здесь вот двигаемся, да. Сейчас я включу все-таки в стандартный режим. Мягко преодолеваем. Ну, таких дорог, допустим, кто ездит на дачу или на рыбалку, или просто в лес отдохнуть, постоянно с такой дорогой может сталкиваться. Тихо, мягко и, скажем так, с хорошей управляемостью. Сейчас я не говорю про езду по грязи, потому что это отдельная история. Пока еще начало осени и дождей нету. Так, значит, еще раз включу песок. Отчасти я даже думаю, что это похоже по стилю на сугробы. Ну, если снег, скорее всего, примерно так же себя машина ведет. Все 4 колеса гребут уверенно. Куда захочу, могу свернуть, могу сюда поехать. Там, в принципе, колея такая не маленькая. Глубина есть. Песок сухой, зыбкий. Так, почему мы покупаем Havale? Год назад, чуть больше, задавшись вопросом менее автомобиля, я уже видел, что стали появляться автомобили, которые можно назвать как автомобиль будущего. То есть у них уже была крутая мультимедиа, вместо панели приборов со стрелками уже были мультимедийные экраны. Автомобили, которые отличались присутствием всяких электронных помощников и т.д. и т.п. И эти автомобили меня привлекли, потому что я всегда за инновацию, за что-то новое. Это было уже как новая ступень эволюции автомобилей. Многие еще даже на сегодняшний момент, спустя год, еще не представили такого рода автомобили. Многие именитые марки еще не представили. И меня, в общем, вдохновил
такой вот современный автомобиль будущего. Я начал подбирать всевозможные варианты. В большинстве случаев вот такие вот автомобили, о которых я говорю на тот момент, были представлены только как новинки, и в наличии их еще не было. Я проехал по всем автосалонам из той ниши автомобилей, которые меня могли интересовать. Смотрел на машины, которые представлены. Меня как таковая не интересовала торговая марка, меня интересовал определенные моменты, меня интересовали. Это автомобиль должен быть большой, ну условно большой, да, как этот. Автомобиль должен быть рассчитан на длительные поездки, чтобы чувствовать себя комфортно. Автомобиль должен быть удобным в посадке, то есть ты должен сидеть и быть в комфорте на кресле водителя, на заднем диване. Всем пассажирам и водителю должно быть комфортно. Ну и еще ряд параметров. Конечно же, хотелось динамичный, быстрый автомобиль. К моему удивлению, не так уж и много автомобилей, которые подходят под мои характеристики. Либо это очень высокая ценовая планка, либо автомобили просто неудобные, некрасивые, не быстрые. Ну и масса всяких «не», которые меня отворачивали. Совершенно случайно я попал в автосалон Haval. Менеджер сходу предложил сделать тест-драйв. Вдохновились тем, что автомобиль был динамичный, с невероятным разгоном. Ну, невероятным в его, конечно, параметрах. Хорошо управлялся и был невероятно комфортен в плане посадки. Кроме этого, он был большой. То есть, как ни странно, но все необходимые требования совпали. Мы были удивлены, потому что рассматривать китайский автомобиль год назад это было шоком. Это было шоком, но тем не менее, учитывая его цену и вот такие вот высокие показатели, начали рассматривать. Благодаря многим людям, которые делали обзоры на вторую генерацию этого автомобиля, я получил очень много информации. Я понял, что эта марка заслуживает внимания, качественным, надежным, и его можно рассматривать к покупке. И как раз плюс-минус в то же время появилась информация, что вышла в Китае третья генерация в таком виде. Информации было абсолютно ноль, то есть либо китайские ролики, либо просто внешний вид. И тогда я решил ждать, однозначно решил ждать эту машину. И в таком ожидании я провел 8 месяцев. То есть спустя 8 месяцев я смог стать обладателем. По стечению обстоятельств этот автомобиль у меня появился, можно сказать, первый в Украине. Этот автомобиль меня реально вдохновил на какие-то действия. То есть не просто вот у тебя такая машина, а еще как бы и рассказывать об этом, потому что аудитория, которая может быть потенциально покупателем, она действительно огромная, есть огромный потенциал. А то, как торговая марка двигается, какими шагами, какие она делает технологические решения, инновационные решения, позволяет думать о том, что эти машины скоро будут гораздо востребованнее, их будет гораздо больше. Почему мы покупаем этот автомобиль? Во-первых, инновация. Полный пакет моей комплектации топ – это полный пакет всевозможных электронных помощников, камер кругового обзора. Причем камеры очень хорошего качества, лучше, чем на именитых там японских производителях. Система безопасности. В этом автомобиле можно двигаться безопасней. Часто возникают такие неприятные моменты, когда пешеход был сбит на пешеходном переходе, например, или еще что-то в таком стиле, то эта машина позволит избежать таких ситуаций. И даже если водитель где-то задумается, то машина сама остановится. Убережет имущество хозяину и жизнь или здоровье человеку. Это, безусловно, приоритет этого автомобиля. Цена является настолько конкурентоспособной, что по совокупности качеств и стоимости у этого автомобиля на нашем рынке я не вижу равных. Цена этого автомобиля, примерно я буду говорить в долларах, нас смотрят в 25 странах, цена этого автомобиля сейчас около 30 тысяч долларов в комплектации топ. Примерно. Мне удалось купить за 28,2 автомобили подобного уровня в топовой комплектации других производителей стоят где-то 42-45 тысяч долларов. То есть примерно на 50% больше. А аналогичные автомобили в ценовом диапазоне 30 тысяч долларов
Это машины либо нижней ценовой, либо нижней комплектации, которые совершенно не оснащены. То есть можно смело сказать, что эта машина в своей цене по своим характеристикам конкурирует с машинами, которые стоят в 1,5 раза дороже. Все выводы, мысли и доводы основаны на моем желании узнать про эту машину, про бренд. И я просто делюсь своими мыслями. Не навязываю, решение принимать вам. Пожалуйста, пройдите тест-драйв, принимайте решение осознанно. Только вы ответственны за свое решение. Вопрос номер 1. Какой бы я автомобиль выбрал? Значит, отвечаю. Если бы прокрутить назад год, на тот момент, когда я выбирал автомобиль, по большому счету у меня не было фаворита. Вот прийти, взять и купить. Потому что Хавейл второй генерации в некоторых моментах меня не устраивал. Автомобили других производителей можно было рассматривать, но везде присутствовали такие моменты, ну, как бы не очень. В этом ролике впервые, наверное, я позволю себе какое-то сравнение с другими брендами. Я категорически хочу в своих обзорах уходить от сравнения, рассматривать эту машину как нечто новое явление с чистого листа. Поэтому, пришел к выводу, что в данном случае иногда буду проводить сравнения. Год назад, скорее всего, я бы купил Mazda CX-5 или же Шкоду Octavia, или же Mazda 6. Но так как хотелось кроссовер, Шкоду Кодиак. Вот такой вот был выбор. Hyundai Tucson был либо уже старая модель, прошлая, а новую нужно было ждать. Можно было бы рассматривать новый, но его не было. Если бы я делал выбор сегодня, я думаю, я бы нашел все же эту машину. Можно долго объяснять на примерах. Я объездил снова все салоны недавно. Я бы точно выбрал эту машину. Скорее всего, я бы выбрал какую-то обновленную модель этого автомобиля. Может быть, они представят электрическую версию, либо же, может быть, появятся какие-то другие автомобили, которые будут также сильно вдохновлять. Может быть, будут электрические BYD автопилотом уже полным. Ну, будущее покажет. Перелистывая страницу уже сделанных обзоров и делая это по прошествии уже 4 месяцев, являясь владельцем, хотел бы рассмотреть еще раз некоторые моменты. Первое — дизайн, традиционный дизайн. Дизайн можно назвать классическим. Пару агрессивных моментов, пару оттенков страны происхождения. Да, вот, например, решетка. До сих пор люди обращают внимание, до сих пор люди смотрят, поворачиваются в потоке, когда останавливаешься, друг другу показывают пальцем. Это реальность. То есть всем машина нравится визуально, это точно. Черный цвет выглядит действительно привлекательно. Во многих роликах, которые я снимал, машина блестит, машина красивая. Невероятно. Все говорят, что вау, круто. Были опасения, что будет маркой. Вот в тех роликах, где вы видели, что машина блестит и выглядит суперски, то в те моменты она реально была грязная. Грязная имеется в виду с налетом городской пыли, после дождей. То есть вы, когда смотрите издалека на ролике, вы этого не видели. Если подойти поближе, конечно, видно присутствие. Второй момент по поводу черного цвета был боязнь, что летом будет жарко. Это уже у меня автомобиль черный не первый, поэтому меня это не пугало. Не только спереди, но и сбоку автомобиль выглядит очень круто. Линии хромированные, рейлинги. То есть даже те же такие моменты, как зеркала, диски, все добавляет вот такой вот крутизны в общую картину. И, конечно же, задняя часть таким вот красивым фонарем, который выходит на эту сторону. Даже если рассматривать с точки зрения дизайна, то высота подъема автомобиля тоже идет ему эстетически на пользу. Дальше, что касается углов, благодаря которым спереди и сзади мы можем преодолевать препятствия. Мне удалось преодолеть, правда, это был песок, 50-сантиметровый съезд, оставленный после трактора. У меня есть по этому поводу ролик. Правда, это был песок, и лишь нижней частью бака слегка задел кромку песка. Это невероятно. Я сам удивился. Из-за густой травы я не видел этого съезда. Случайно попал. Съехал передом, нигде не зацепившись, и уже задом потихоньку спускался. Когда вышел, посмотрел, то на песке были следы от бака, который защищен металлическими пластинами. Не сильно, но защищен. Бамперами нигде не притерся, не царапнулся. Размер ячейки у решетки
Нельзя сказать, что слишком большой, но и не маленький. К низу чуть больше, к верху чуть меньше. Я сетку не ставил. Вот так вот выглядит после 4 месяцев радиатор. Были трассы, все что угодно было. У автомобиля все фары светодиодные, LED. Это уже на сегодняшний момент все фары LED. На данный момент это говорит о том, что автомобиль современный. На сегодняшний момент многие производители включают еще элементы с лампочками Ильича. Это могут быть поворотники, противотуманные фары. То здесь у нас полностью все лампочки LED светят прекрасно. Такой ближний, что и дальнего не надо. Очень многие моменты у этой машины выполнены как у премиального автомобиля. Но есть моменты, на которых они не делали акцент, почему-то посчитали, что можно сэкономить. Один из таких моментов — это упоры капота. Я упоры самостоятельно установил. Значит, что они мне дают? Теперь при поднятии капота, капот открывается сам. Видите, он открывается плавно, без резких рывков. Сам капот очень тяжелый. Как мне кажется, хороший ход. Можно было бы пользоваться, продолжать кочергой, но реально неудобно, потому что часто приходится доливать омывайку, и капот тяжелый, неудобно поднимать его каждый раз. Вот резинки для того, чтобы грязь меньше попадала. Сейчас я покажу поближе, как выглядит автомобиль после дождей, после езды летом. Можно назвать чистым, в принципе. Пыли не так много. Здесь хочу отметить, вот почему-то у меня есть с этой стороны такой упор, демпфер. С этой стороны его нет. Я не помню момента, чтобы я его откручивал, либо он как-то открутился сам. Наверное, просто не положили. Но это мелочи. Подняв крышку, мы видим весь верх двигателя. Очень много элементов. На крышке, на крышке для залива масла находится надпись Total, либо Total. Это французская марка. Вот. Haval рекомендует Total. И при замене масла мне было заменено масло на эту марку. Такие вот заглушечки, которые внушают доверие, резиночки. Я думаю, что они прослужат долго и не будут отпадать. Что касается в целом подкапотного пространства, аккумулятор Варта, блок управления Bosch и так далее и тому прочее. То есть узнаваемые производители. Моменты выполнены качественно, изолента уложена ровно, опрятно. Изолента, если есть, то она есть, уложена хорошо. Не так, чтобы слегка прихватить, а все плотно намотано. Считается хорошим тоном у премиальных производителей. В первую очередь, у всех остальных, кто как уважает своих клиентов, это закрывать все места, не показывать металл. То есть у нас здесь закрыто все абсолютно. Все красиво. Здесь вообще с точки зрения эстетики придолбаться не к чему. Еще раз хочу отметить, так как во внутренности двигателя заглянуть мы не сможем, но сверху визуально все выглядит очень красиво. Качество обмотки, как все уложено, как зашиты металлические элементы. При установке газовых упоров старайтесь штоком вверх установить. В таком случае будет работать правильнее. Если будете делать мойку самостоятельно, то вот в этой части почему-то они сделали такое углубление, и здесь нет слива. Если вода, грязь будет накапливаться. Если будете самостоятельно мыть, просто дайте сюда напор воды, чтобы выбить грязь. И когда была кочерга, можно было опустить капот и с этой высоты его отпустить, и он захлопывался. С упорами необходимо прикладывать усилия. Закрыл. Под капотом у нас находится 2-литровый турбодвигатель мощностью 204 лошадиные силы. Этот показатель занижен производителем. Так у него вроде бы 246 лошадиных сил.
семиступенчатый робот. Масло, которое используется в двигателе, вязкость 0В20, как мы его называем. Полная синтетика. Только такое масло заливают в официальном сервис-центре. У меня, если бывают разные случаи, но у меня было так. В этой части мне очень нравится вот такая вот накладка пластиковая. В отличие даже от многих именитых производителей, эта накладка, она вообще держится очень крепко. Нет абсолютно никаких зазоров, ничего не люфтит. То есть качество сборки реально на высоте. 19-дюймовые диски. По умолчанию здесь была резина Hankook. После определенных траблов она была заменена на Michelin Pilot Sport 4. Размер резины стандартный по умолчанию 225-55 на R19. Значит, резина Michelin Pilot Sport 4 SAF SUV превосходит в несколько раз штатную резину, установленную на заводе, по таким показателям, как шум в салоне, превосходит по таким показателям, как проезд каких-то неровностей, она гораздо эластичней. И уже то, что можно только об этом читать, это какие-то эффект при трогании, при торможении. Но однозначно, когда я поставил эту резину, трогание стало какое-то другое. С завода машина идет без брызговиков. Желательно, конечно, установить и купить. Брызговики, по крайней мере, вот эти, очень хорошего качества. Их структура вот здесь вот совпадает со структурой вот этой накладки. Такая шероховатая. Очень крутые брызговики. И даже заезжая везде в песок, они ни разу нигде не отлетели. Внизу пластиковая накладка, которая защищает порог от грязи. И хромированный элемент. За это время с ним не произошло абсолютно ничего. Все хромированные элементы, даже битума здесь нет. Качество сборки реально высокое и ни одного косяка по зазорам. То есть все зазоры абсолютно ровные, все зазоры одинаковые, потому что большинство современных производителей этому моменту не уделяют внимания, и даже именитые марки, если присмотреться, имеют такие косяки. Дворники прекрасно работают. Когда после мойки очень чистое стекло, они могут, как знаете, как на чистом, слегка так вибрировать, но это первая минута. В этой части, там где зеркало заднего вида, установлена камера, радар-детектор называется. Камера, которая смотрит, обнаруживает препятствия. Также она работает на то, чтобы удерживать машину в полосе. Это тот глаз, которым видит машина. Раньше под номерным знаком был блок вот такой вот, то это сейчас уже новая технология. Два других датчика установлены в заднем бампере, но они находятся за обшивкой, за металлом и смотрят назад, и реально работают. Боковое зеркало, кроме того, что оно установлено на двери, не знаю почему, но сейчас это считается круто, чем сюда ставить. При открывании и закрывании зеркало не дребезжит. Может быть, будете удивлены, но у многих именитых производителей это зеркало как желе трясется. В этом зеркале есть указатель поворота, камера в моей комплектации, которая одна из камер для кругового обзора, а также LED-лампа в ночное время суток в темноте светит большим белым пятном света. Лампа LED, поэтому свет белый, холодный. Ручка не болтается, не дрожит. В этой ручке мы имеем заглушку, которую, если снять, получаем доступ к ключевому доступу. Доступ к ключевому доступу, да. А также сенсор. Сенсоры у нас только у водителя и у переднего пассажира. Сзади сенсоров нет. Вот сейчас ключ находится в машине, и она издает звуковой сигнал, типа, не, я не закроюсь. Если вытащить ключ,
То есть вытащив ключ, таким вот образом происходит закрытие. Зеркала могут закрываться при закрытии, могут не закрываться. Это функция настраиваемая. Почему я использую лишь для того, чтобы видеть, закрыт автомобиль или нет. Когда вы захотите попасть в автомобиль, при наличии ключа у вас рядом, ключ должен быть близко. То есть если это будет полметра или метр, датчик не сработает. Просто рукой. То есть фактически вы просто не прилагаете специального какого-то усилия, вы просто берете за ручку, открывая ее, и вот она уже пошла открываться. То есть логика такая, что нет какого-то специального открытия, специального действия. Вы просто взяли за ручку, тянете, и дверь уже открыта. Удобно. Ну, также можно открывать с ключа, конечно же. У меня ключ сейчас находится в такой кожаном чехле. Ну, мы уже его миллион раз видели. Тут 4 кнопки. Закрытие, открытие, открытие багажника и звуковая сирена. Если вы автомобиль потеряли где-нибудь на парковке, нужно нажать. Вот он сигнализирует. И сейчас даже издает звуковой сигнал. То есть говорит, вот я. Такой же звуковой сигнал у сигнализации. Сигнализация установлена штатная. Принцип ее работы какой? Вы закрыли автомобиль, проходит 15 секунд, после этого она становится в режим охраны. Если кто-то попытается открыть дверь, то будет, ну или багажник, или капот, то будет вот такой звуковой сигнал. Здесь стоит внутри датчик давления шин, который передает информацию и показывает о состоянии. Если давление меньше, то у нас на экране это отображается. Пока еще остается вопросом, сколько эти датчики служат и когда в них сядет батарейка, как это меняется. Стандартное давление 2,4 атмосферы. Если выезжаете на песок, необходимо спускать. При езде по гребенке, по дороге, которая называется стиральная доска, давление лучше спустить до 1,7 примерно. Тогда комфортно преодолеете эту дорогу. Получается, вот здесь вот накладки, если снять, есть специальные щипцы, которые лежат в багажнике. Вы снимаете вот эту пластиковую имитацию болта и уже получаете доступ к реальному болту. Язычок открытия капота находится традиционно в этом месте. Но он как-то так маленький, но он такой маленький, и его первый раз трудно нащупать, что первый раз, когда я забрал автомобиль, я звонил продавцу и переспрашивал, где же находится. Хотя я уже открывал, наверное, как минимум 50 автомобилей капоты, но здесь также был маленький казус первый раз с открытием бака. Я искал внутри салона кнопку, но бак открывается при открытой машине, бак открывается нажатием. Здесь все традиционно. Указан вид топлива, что не меньше, чем 92-й. Задняя часть автомобиля, также снизу пластиковая накладка. Также продолжение накладки на дверях. Традиционно без косяков, без каких-либо люфтов, без лишних зазоров. Все подогнано идеально, держится железно. Как по моему мнению, задняя часть выполнена тоже очень красиво. За счет вот этого свисающего козырька со стоп-сигналом. Такой черный, черно-красный, очень стильный светильник, фонарь. Спереди фары, сзади фонари. Светоотражатель. И также монобровь, которая по всей длине проходит багажника. Во-первых, очень сильно заметно другим автомобилям в ночное время суток. И вот это вот решение действительно очень прикольное. Как эстетически, так и с других позиций. Фонари везде прилегают идеально. Задний дворник тоже выведена лента накаливания, которая греет его в зимнее время. Но пока еще не было опыта зимней эксплуатации. С этой стороны у нас указана модель H6 и указание FOVD. Муфта работает в режиме распределения 90/10. Так же, как и спереди, сзади на бампере снизу пластиковая накладка в виде расчески. Ну, такое вот дизайнерское решение, либо же, может быть, это для того, чтобы потоки воздуха как-то разрезать. Также 6 парктроников. Эти парктроники
позволяют видеть препятствия и тормозить перед препятствием. Еще раз вернусь к этому моменту, это очень важно. Здесь есть два датчика, которые видят и совершают торможение в режиме после 20 км в час, и парктроники, которые совершают торможение в режиме от 0 до 15 км в час. Ну так в теории будем еще постепенно проверять. Впереди есть такой большой шильдик с логотипом, камера переднего вида. Здесь камера заднего вида. Сама надпись тоже достаточно борзая, то есть марка не стесняется, наоборот, заявляет о себе, что это вот такой-то автомобиль. И в зеркалах еще по одной камере, то есть 4 камеры, которые дают круговой обзор. Какая особенность? Во-первых, камеры реально очень классного качества. После езды в дождь они остаются чистыми. Вот как-то сделаны так, что они остаются чистыми. Ни разу не приходилось специально выходить и протирать камеры. Доступ к багажнику имеем с ключа, открытие происходит, и с кнопки. Вот здесь вот можно нащупать кнопку. Других вариантов доступа у нас нету. Никаких датчиков. Когда будете открывать ключом, нужно, по моим наблюдениям, ключ поднимать выше. Я не знаю почему, но если будете здесь нажимать, он хуже срабатывает, чем если будете нажимать чуть выше. У меня рост 180, и я легко захожу под крышку, она выше не поднимается, она не настраивается ни выше, ни ниже. Предотвращение закрыванию, если есть препятствия. И кроме этого еще идет звуковой сигнал. Этот автомобиль производится в городе Баодин, Китая. Разъезжается, продается сейчас очень активно в Австралии, в Чили, в Украине, в Азербайджане, также в странах Ближнего Востока, Саудовская Аравия и в Индии. Автомобили сразу же набирают популярность. Несмотря на то, что перечень стран, где продается автомобиль, ну конкретно этот Haval H6, этой генерации прошлых, не так уж и много стран, но суммарно, с учетом Китая, торговая марка является 5-й в мире по продажам. То есть, еще раз повторюсь, торговая марка занимает 5-е место в мире по продажам. У нас продажа автомобилей осуществляется без навязывания каких-либо допов. Антикор как таковой в нашей местности делают редко, может быть 1 из 10. Пытаясь выбрать тот или иной автомобиль, вы можете столкнуться с тем, ну вот, например, Peugeot или Renault, тот же BMW, вы можете столкнуться с тем, что есть базовая комплектация, какая-то еще повышенная, люкс-комплектация, и вы можете дозаказать миллион допов. И пока начинаешь разбираться в этом во всем, реально крыша съезжает. Например, нужно доплатить за краску, нужно доплатить за то, нужно доплатить за то, за то, за то. За миллион моментов нужно доплатить. И по итогу, во-первых, от этого всего идет кругом голова, во-вторых, получается вот такой вот ценник. Здесь нам дают все сразу. Просто подход производителя такой, что мы любим своего клиента, это видно во всем, мы вот вам даем максимум. Кроме этого, конечно же, есть несколько моментов, в которых нас ущемили. Во-первых, газовые упоры капота отсутствуют, отсутствует регулировка спинки задних сидений, то есть она в одном положении. Задний пассажир едет 500 и 1000 километров без проблем, но можно же было сделать регулировку. Также отсутствует память настройки водительского сидения, то есть один вариант. Я единственный водитель у этого автомобиля, поэтому меня эта проблема обошла стороной. Гарантия на автомобиль какая-то дифференцированная, то есть если открыть книжку сервисную, то там все по пунктам прописано, но она достаточно сложная. На то 6 лет, на то 5 лет, на то 2 года. И, в общем, по правде говоря, запутывает. И вопрос гарантии, получается, в каждом случае нужно будет рассматривать индивидуально. Что поломалось и входит ли эта поломка в гарантию. Я уже сказал, что автомобиль поставляется на несколько рынков. Принципиально рынки отличаются, например, рынки Ближнего Востока, там, где постоянно жара. Наш рынок на Ближнем Востоке и отсутствует подогрев лобового стекла. То есть лобовое стекло без полосочек накаливания, отсутствует обогрев сидений. Наверное, единственное сожаление по поводу того, чего нам не додали, это то, что когда была машина презентована в Китае, то там было больше функций в плане мультимедиа. Голосовое управление, Wi-Fi, навигация,
и пару таких вот плюшек электронных, которые к нам не приехали. Почему так произошло? Возможно, какие-то существуют технические моменты, но автомобиль с голосовым управлением и с Wi-Fi — это уже, конечно, технологически другая машина. Я хотел бы немного отвлечься и рассказать вам, какую информацию мне удалось найти по поводу торговой марки, по поводу вообще этого автомобиля, торговой марки в целом. На сайте Хавейл Украина есть интервью с Алексеем Цаплием. Это дизайн-директор интерьера Хавал. Значит, это наш соотечественник. Он родился, вырос в Украине, потом после окончания школы поехал в Италию. Там в Турине поступил в школу дизайна автомобилей. После этого закончил магистратуру в Милане, соответственно, по профилю. Работал в таких торговых марках, как Fiat, Lancia, Maserati. И потом его из большого числа претендентов выбрал себе Great Wall Motors. Стал на сегодняшний момент дизайн-директором интерьера этого автомобиля. Значит, что он из первых уст сказал? Я зачитаю цитаты, какие-то выдержки возьму из его интервью. И по этим выдержкам мы можем понять, в целом, больше расширить кругозор можем про этот автомобиль. Он пишет, что Great Wall Motors собирал команду из лучших специалистов со всего мира. Команда состояла с разных брендов, профессиональная и сильная. То есть специалисты набирались со всего мира, с разных автомобильных брендов. Что перед нами была поставлена задача создавать лучшие автомобили на рынке. Также он отмечает, что китайцы очень нацелены на инновации, на технологии и очень требовательны к качеству. Глядя на внутренность и экстерьер этого автомобиля, понятно, то есть подтверждение этим словам. Еще отмечает, что у них происходит все очень быстро внедряется, и даже рост второй генерации, скажем так, третьей, это уже большой шаг, а также будут следующие шаги, и все идет очень быстро. Кроме того, он говорит, что многие страны даже не понимают, насколько они уже отстают от Китая в плане технологий. Также прозвучал такой тезис, что очень сильная поддержка от государства. То есть для государства развитие автомобильной отрасли — это приоритет номер один. У них есть деньги и желание, то почему нет, почему не достигать таких вершин. Также он отметил, что качество производства и качество дизайна у Great Wall Motors на очень высоком международном уровне. Также пишет, что A6 это входит в топ продаваемых кроссоверов мира. Подытожить его интервью очень важной информацией, то, над чем они работали. Значит, минимальное количество кнопок. Они сознательно отходили от механических кнопок, делая все управление через экран монитора. Почему это происходит? Потому что они нацелены на привлечение искусственного интеллекта в дальнейшем в управлении автомобилем и нацелены на полное автономное управление автомобилем. Это значит полный автопилот. Поэтому уже сегодня они делают задел на то, чтобы реализовать это в будущем. Как он говорит, кнопки ушли в прошлое. Советует отойти от стереотипов «сделано в Китае» и смотреть на Хавал чистого листа. Все остается только поддержать. Синтезаторы багажника. Иногда, если вы будете ездить в дождливую погоду, иногда нужно будет следить за их чистотой, потому что сюда все-таки попадает вода, может попадать грязная вода, и они будут загрязняться. По этому моменту, я считаю, есть недочет, потому что вот эти места, которые зашиты хоть и хорошим качественным пластиком, но все же лучше бы их заклеили карпетом. Сама панель, конечно, хорошая, прочная, толстая, надежная, но такой вот хлястик не совсем серьезно. Когда я сюда ставлю организатор, и все вот эти вот вещи ставлю в организатор, они на кочках подпрыгивают, издают лишние шумы. Поэтому я по привычке все складываю туда. И настолько здесь много мест. Места хватает, чтобы поместить большой компресс. Если поднять подголовники, то можно добиться ровного пола. Пол абсолютно ровный. Все сделано по-человечески. Закрываю крышку багажника кнопкой. Остаемся с лучшими впечатлениями о нем. Металл крепкий, не продавливается вообще никак. Значит, защита порога в дождь. Вот эти места будут очень быстро загрязняться. Но не составляет труда
их содержать в чистоте. В одном месте я уже заметил, но это вообще настолько не критично, но вы спрашивали, и я должен показать. Вот эта вот часть, если будет грязная в песке, она слегка может делать затир вот здесь вот. Кому принципиально, можно заклеить пленочкой. Очень широкий проем для того, чтобы сесть. Смотрите, как хорошо сделаны крепления изофиксов. Не каждый автомобиль похвастается таким вниманием к деталям. Здесь мягко, здесь замки спрятаны. Строчки везде ровные. Хочу отметить, что везде по всему автомобилю строчки ровные, и качество выполнения строчек на высоте. Что касается качества исполнения, тоже все очень круто сделано. Чтобы мне удобно разместиться, нужно поднять подголовник. Уровень подлокотника и уровень подлокотника на двери — это один уровень. Здесь вот мягко, что она просто продавливается. Из-за того, что она мягкая, вы получаете тем самым вот этот вот угол, который недополучили от отсутствия регулировки спинки. Я могу регулировать сиденье, то я выпрямляю ноги, и еще остается место. Также у меня очень много места по ширине. И колени у меня имеют место для того, чтобы их раскинуть и чувствовать себя комфортно. Подставка под левую ногу, нога сама туда просится. Попадая в салон автомобиля, понимаешь, что ты попал в какое-то будущее. Когда сел в автомобиль, мне не нужно тратить много усилий. Я просто приложил телефон и поднял шнур, и вот так вот магнитным соединением подключил себе моментально CarPlay. Рояльный лак выглядит красиво, но многие считают, что непрактично. Я отношусь бережно, и за 4 месяца эксплуатации я не обнаружил ни одной царапины. Обивка сидений кожаная. Если честно, то были опасения, как же себя поведет кожа. То есть мы проездили все лето в майке, в шортах, и никогда не возникало дискомфорта. Мне никогда не приходилось пользоваться обдувом сидений, и никогда не было дискомфорта. Даже в самую сильную жару, 36-38 градусов, садишься в машину, опустил стекла, горячий воздух ушел за 10 секунд. Сразу же воздух идет охлажденный и идет таким мощным большим потоком, что достаточно 1-2 минут максимум, чтобы даже в самую сильную жару, сев в автомобиль, запустив его, включив кондиционер, все через 2 минуты в салоне устанавливается нормальная комфортная температура. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом, так называемым мокрым. Значит, ну что касаемо самого двигателя. Во-первых, то, что он турбированный, 2-литровый, с запасом мощности как в городе, так и на трассе, выше крыши. Учитывая то, что этот автомобиль фактически является семейным кроссовером, да, не спортивный. Даже если на обгон будете идти на подъем, мощности очень много. Робот настроен таким образом, что нет затупов, то есть вы нажимаете педаль газа и сразу же получаете отклик. Робот работает таким образом, что он, по идее, подстраивается под ваш стиль езды. Если ты ездишь в режиме умеренном, то ты не чувствуешь переключения передач. Они происходят плавно, и ты не чувствуешь. Если же ты ездишь очень активно, агрессивно, то ты, конечно, чувствуешь передачи. Мы имеем 3 основных варианта движения: стандартный, спортивный и эко. И, конечно же, при переключении режимов мы ощущаем это в работе робота. То есть в режиме спорт переключение происходит резче и быстрее. Мы теряем где-то всего лишь секунду на разгоне от 0 до 100, если используем эко-режим или спорт. Камера очень хорошего качества, идет идеальная прорисовка, но больше всего мне нравится то, что в масштабе эта машина, потому что я вижу вокруг себя много пространства. Это мне позволяет легко, то есть посредством этой камеры я совершаю все маневры. Легкий, потом приближаемся быстрее, ближе, получаем более сильный сигнал.
И вот в этом, когда уже совсем близко, машина издает такой звуковой сигнал. Тем самым вас постоянно держит в тонусе. В общем, я очень рад, что так все случилось. В дальнейшем буду продолжать вас информировать о том, как проходит эксплуатация машины, какие особенности. Желаю вам найти свой автомобиль, который бы вас радовал. Пусть это будет даже не Хавейл. Главное, чтобы машина дарила радость, была безопасной, выполняла свои функции. Подписывайтесь. Мира, добра, удачи. До новых встреч. Пока.